Добрый вечер, Фото Геевич. Добрый вечер. Мы Добрый с вами вечер. сегодня, Добрый мы с вами вечер, да. сегодня размышляем э, над посланием главы ЦАВ. Да, Что мы можем оттуда почерпнуть на сегодняшний день, как всегда, ваши интересные мысли. да, вот я как раз хотел сказать, что, значит, ну, во-первых, меня как-то вот, когда я читал эти правила, опять же, понимаете, э, две вещи меня, так сказать, э, как-то я вот о двух вещах думал. Первое, так сказать, это э, ритуальные, так сказать, запреты, да, что, значит, скажем, э, то, что принесено в жертву, можно съесть в первый и второй день. Нельзя, так сказать, уже есть в третий день. Понимаете, это на самом деле, учитывая жаркий климат Израиля, ну, естественно, 4000 лет назад холодильников не было, так сказать, это абсолютно четкие предписания. Это одна вещь, так сказать. И вторая вещь, которая меня, вот опять же, я все время в одну сторону тяну, может быть, что, понимаете, это такое количество предписаний, что для того, чтобы это все понять, запомнить и реализовывать, нужно было, значит, конечно, нужно было иметь определенный уровень. И это как раз и тянуло вверх, значит, и образование народа, и его объединение, понимаете? То есть естественная такая, знаете, схема, да, если я чего-то не понимаю, допустим, да, я прихожу к соседу и говорю, так сказать, вот как это работает, так сказать, мне объясняют, вот так вот единения возникают. Ну и, наконец, это третья вещь, значит, это глава 6, посук 3, и и наденет священник льняное облачение. Я сейчас не буду это подробно читать. И посук 6.4, вот, давайте нет, все-таки, наверное, лучше прочесть, конечно. Сейчас, одну секунду. Так, я каким-то образом слишком сильно перелистнул. Ага, вот. Так, да. Значит, посук 3 звучит так. «И пусть наденет священник льняное облачение и льняные штаны наденет на тело свое, и пусть снимет он пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его возле жертвенника». Смотрите, посук 4. «И пусть снимет с себя одежды свои и наденет одежды другие, и вынесет пепел из стана на чистое место». Так? А теперь я хочу, вот в Торе Плаут есть комментарий. Значит, сейчас я хочу туда перейти. То есть, собственно, сейчас я буду, наверное, первый раз буду комментировать комментарий. Вот это, значит, написано здесь, что это Агада 6, как раз главе 6, посук 3. «Пусть наденет священник льняное облачение». Он надевал свое священное одеяние даже для того, чтобы убрать пепел с жертвенника, показывая тем самым свою полную преданность и посвящение миссии. Даже эта черная работа не могла умолить его священническое достоинство, поскольку она выполнялась в качестве служения Богу. И подпись Бахья. Я, честно говоря, это кто-то из комментаторов. Бахья. Да, Да. Бахья это комментатор какой-то, да, я, честно говоря, не слышал, да? Это Равин. Да. И Равин, да. он писал комментарии. Да, ну вот здесь я понимаю мое, так сказать, видение этого. Вот, понимаете, здесь, когда священник надевал вот это льняное облачение, он не преданность демонстрировал. Преданность мы демонстрируем уже тем, что мы верим, понимаете?
это не облачение дает преданность, а это, смотрите, он приходит к жертвеннику, чтобы снять этот пепел, но к жертвеннику он должен приходить в определенном облачении, если угодно, это униформа в каком-то смысле. Но зато потом, когда он уходит, отходит, чтобы выбросить этот пепел, да, вот там уже в самой Торе, уже не в комментариях написано, что он должен сменить облачение. Вот это меня как-то, не знаю, вот привлекло мое внимание. Собственно, вот это мои комментарии. Да, по поводу, ну, с обратного начнем, по поводу вообще одежды. А, Хотелось бы, конечно, немножко поговорить о символике. Мы с вами говорили, когда говорили о резных камнях, Да. и говорили о том, что он должен носить на себе видимое, это визуализация, носить на себе видимое предназначение и никогда не забывать предназначение своей работы, и никогда не забывать, для кого он это делает. Как наша льняная одежда может к этому относиться, трудно себе представить, трудно себе, потому что так вот особо комментариев на эту тему нет. Чем отличается шерсть от льна? Растительное происхождение, животное происхождение. То есть тут подчеркивается, что он должен надеть льняную рубаху, а не шерстяную, да. Можно я вас здесь прерву? Я как-то даже не думал, что об этом комментариев нет, но здесь я могу понять. Опять же, смотрите, даже если зимой там приносится жертва, там жарко. Поэтому, скажем, надевать на себя шерсть, когда там горит жертвенник, понимаете, возможно, это было просто чисто по-человечески это могло быть жарко. И поэтому, значит, вот предписывается надеть льняную одежду. И вторая вещь, которая, мне кажется, почему это именно выделить, понимаете, что он как бы заходит, подходит к жертвеннику, он занимается, это посвящение Всевышнему, понимаете, эти ритуалы не ради себя выполняет, это предписанные ритуалы. И это должна быть определенная, я назвал это униформой, может быть, это не очень хорошо сказать так, но определенная одежда, определенный стиль поведения там и так далее, и так далее. Вот мне кажется, вот оно объяснение может быть. Ну, а льняная и шерстяная, мне кажется, так. Ну, по поводу того, во-первых, он работает возле костра, ему всегда жарко. И летом, и зимой он работает возле костра. Ну да. С другой стороны, для воскурения благовоний, для вознесения жертв, у него все равно одеяние гораздо более сложное. Тут написано, что он должен надеть рубаху из льна и льняные штаны. Да. И все. То есть здесь не написано, Но, здесь не... но это для Да, конкретной работы, для конкретного именно действия. так, именно так, именно так. То есть сейчас на нем не то облачение там с хошином и фодом и этими бретельками, которые застегиваются, завязываются. Нет, у него сейчас гораздо проще рубаха и штаны. Да. И в данном случае это работа, как вы правильно говорили, черная. Мало того, у нас есть с вами, когда мы обсуждаем пепел красной коровы, у нас говорится о том, что всякий, кто прикоснулся во время изготовления этого пепла, то есть участвовал в изготовлении этого пепла, он нечист, он становится нечистым. То есть он делает очищающую смесь, вот эту, или субстанцию, и в то же время по ходу он становится нечистым, хотя он
ничего нечистого вроде бы не касается, или, может быть, наоборот, что пока эта корова на себе грехи несет, пока она до пепла не превратилась, пока она не превратилась, то есть не ушло из нее все, вот в этот момент он может оказаться, так сказать, нечистым, потому что он коснулся еще не до конца очищенной субстанции. Да, да. Может быть, и здесь идет. Здесь ключевое слово о том, что он должен надеть льняную рубаху, льняные штаны, ну это понятно, потому что он поднимается на жертвенник, и нам раньше написано, почему штаны никто не носил, кроме него, потому что жертвенник стоял высоко, надо было подниматься, и чтобы, так сказать, не осрамиться, ему предписано надевать штаны. Но как только он наденет и снимет жертвенника золу, то есть это сверху, он поднялся, снимает золу, как только снимет золу оставшуюся от сгоревшего жертвенника, от сгоревшей жертвы всесожжения, и положит возле жертвенника этот пепел, золу он положит, и снимет он эти одежды, и облачится в одежды другие. Да. Вот ключевое здесь то, что он должен, вроде бы работа одна и та же, он уже этот пепел вынес, он уже сложил. Мы не знаем, как он сложил, но если он выносит, то как? В чем? Ну, я не И знаю, можно себе представить, что это ведерко какое-нибудь или еще что-то. я тоже так думаю, Да, что это какое-то вместилище, неважно какое, корзина, ведерко, там что-то, какая-то коробочка. Он снимает золу, оставшую, положит возле жертвенника, а потом пойдет переодеваться. Когда мы с вами копаем золу совочками или еще чем-нибудь, мы все пачкаемся, естественно. Это очень грязная работа. Но как только мы уложили в это вместилище, не будем гадать какое, как только мы уложили, может быть, даже накрыли его чем-то сверху, он не может в сравном виде, вот в таком запачканном виде трубочиста появиться на улице. Ну, то есть на улице это условно, конечно, но он выходит за да, пределы святилища, он идет, несет этот пепел на чистое место вне стана, и он должен опять пройти как священник, да, да, да. а не как заморашка. Но То есть насчет это заморашки, вот понимаете, Раби, я не знаю, это, конечно, надо думать об этом. Возможно, если аккуратно собрать, это и не так заморашка, но мне кажется, что это четкое подчеркивание вот этой разницы, подходит он к святилищу, к жертвеннику, или он идет выполнять вот уже другую работу, пойти тоже, высыпать пепел где-то, да, очень понимаете? хорошее. Не А где, сказано, в какие одежды, да. да, не сказано, в какие одежды, и, по-видимому, специального ничего не требовалось, иначе бы это было бы подчеркнуто. Вот два Вот, подхода, которые имеют право на жизнь, да, и ваш подход интересней, потому что к жертвеннику надо прийти в чистой льняной одежде и не в этой одежде ходить потом да, за пределы стана. Вот за тогда, пределы стана, может причем быть, куда-то надо было пойти, это высыпать, ветер мог быть или еще что-то могло быть. И в этой святой, ну, священнической одежде, которая, вот он приходит туда, он не мог, конечно, в этом, с этим ведром, так сказать, этого, пепла, извините, да, пепла э, ходить. да, у нас очень много законов, связанных с прикосновением. Мгм, Когда он работает на жертвеннике, что-то происходит и с ним, с его прикосновением, и с одеждой. мгм. Что-то происходит, потому что он, как вы говорите, он приходит к святому. И всякий, кто прикоснется, у нас есть такие законы, всякий, кто прикоснется, становится там нечистый. Всякий, кто прикоснется, становится еще что такое. И дальше, когда он выносит, нужно, вот у нас есть, например, в этих же главах встречается о том, что то, что дают коину, то, что дают священникам на поедание, то есть это часть жертвы, которая им предназначена, они не имеют права выносить с территории двора. Они должны съесть на святом Здесь месте. внутри, да. Вот когда он выносит часть, то есть это теряет святость. И поэтому та одежда,
которой он занимался святым жертвенником, святой частью святилища, это не повседневное жертва. Он одевает, поэтому тут без описания, просто другую одежду. Просто другую. И тогда в ней может выносить. То есть за пределы святилища или в пределах святилища, оказывается, есть большая разница для каждого предмета, который туда попадает или оттуда выносится. Вот. Очень может быть, да. Это очень хорошая идея. Это я очень хорошо понимаю. Так сказать. И опять же, вот понимаете, я читал это и, честно говоря, восхищался. Просто, понимаете, вот насколько вот здесь вот этот самый, как бы сказать, божественное присутствие есть, понимаете, которое вот отделяло вот все эти вещи, так сказать. Вот. И когда понимаешь, что это написано 4000 лет назад, это, конечно, производит впечатление. Ну, а первые вот эти мои пункты о том, что вот это все, значит, что жира нельзя, там и то нельзя. Это, ну, здоровая пища, так сказать, это самое. И еще, вот я говорю, это вот, без сомнения, вот это требовало образования, понимаете, все время повышения своего уровня. Потому что все это запомнить и все это вот понимать, это, конечно, ну, я бы так сказал, понимаете, вот невозможно, не выучив это, вот если человек это учит, у него автоматом этот уровень повышается, понимаете, вот и мы видим по всем главам Торы, как последовательно это все растет, растет. Это же учить надо было, понимаете? Вот. Да, И да. это другая часть моего восхищения, так сказать, вот. Поэтому первое время, времена первого храма, по крайней мере, Тора хранилась, так сказать, только в храме. Там ею пользовались священники, и вот они штудировали, скорее всего, ее, потому что не дай Бог было ошибиться, не дай Бог было ошибиться. Мало того, помните, у нас был разговор как-то давно о том, почему первенцев, почему заменил Всевышний на левитов. И мы тогда с вами говорили о том, что если мой отец первенец, и он несколько десятков лет прослужил в храме, он знает всю службу, которую должны вести левиты, а я, у моей мамы первая была девочка, я второй, он мне не передаст и уже больше никому не передаст. Поэтому это знание, оно осталось невостребованным в семье. Другое дело, если это все леви будут служить в храме. Это значит, что мой папа проработал несколько лет в храме, он пришел домой и говорит, не забудь. Вот с таких вот лет он мне говорит, не забудь, потому что вот здесь подводные камни, вот здесь я однажды забыл, не дай бог, там меня ругали, там еще что такое. И он учит сына, и это передается по наследству. Это наследственная профессия. То же самое со священниками. Все аарониты, все потомки Аарона, они все знали, что если вдруг придется, я обязан выполнить все как правильно. Не все, мы знаем, что из потомков Аарона, не все семьи принимали участие в службе, часть были в других городах даже жили. Но в любом случае аарониты, потомки Аарона, от отца к сыну, это Каганим, Кегуну, они передавали своим детям и так подробно, как если бы завтра сын опять стал бы на его место. Не факт, что он станет, но знать он должен Знание точно. будет. И вот так Конечно. еще один канал распространения знания. Конечно, конечно. Будут ли аарониты общаться с простыми людьми?
Ну, потомки со Аарона, всеми священники. подряд нет, конечно. Со всеми подряд нет. Но если Да, какой-нибудь, знаете, опять же, это чисто человеческое, какой-нибудь талантливый ребенок придет, так сказать, и начнет там расспрашивать, но такому не откажут, это я уверен, так сказать. То есть они не будут просто так ходить и всем рассказывать, это понятно. конечно. Но если спросят, то да. А если спросит и какой-то вот увидит, что какой-то способный ребенок хочет что-то узнать, там ребенок, я в данном случае не пятилетнего ребенка имею, а Ну какой-то да, там ну юноша да. скажет, что я хочет что-то узнать, ну почему не взять, так сказать. Ну, у нас сейчас эту функцию выполняют раввины. Да. Это не значит, что раввин выходит на улице в каком-нибудь штетле и начинает рассказывать все, что знает. Это значит, что если к нему кто-то пришел, то он обязан знать ответы или обязан знать полку, на которой стоит книжка, в которой есть этот ответ, как любой юрист. Он может не удерживать в голове, но точно знать, как устроена Да, еврейская да, да, литература, чтобы да, помочь человеку. да. Да, и раввин тогда выполняет то, что раньше выполнял священник. Священник мог рассказать, у нас же есть заповедь, приди к священнику того времени. Мгм. То есть первые суды были священническими. И как он скажет, так и сделаешь. Это в Торе написано. И у них хранилась Тора у священников, и, соответственно, на основе этого текста, и не такого большого, как Талмуд, но все-таки авторитетного и подробного, достаточно подробного. Если кто-то спрашивал, он ему говорил, но если сын его знает, то можно даже не дойти до священника, можно спросить было у сына, если это маленький вопрос, если серьезно что-то, Не, какие-то ну, проблемы. конечно. Да, тогда нужно было идти в храм. Но если что-то мелкое, как делать то или другое, то вот этот сын, он был как носителем информации. Точно так же э, можно, можно прийти к раввину, предположим, сейчас, а можно прийти в ешиву. Многие ешеботники, студенты знают какие-то основные вещи, которые другой человек может пока не дошли руки почитать. А ешеботник все-таки быстрее справляется. Да, действительно, это такой вот от высшей школы до такого среднего уровня распространения знаний уже через людей образованных. То Ну есть да, вот. потомки Аарона образованы вот в своем жертвоприношении, левиты образованы в богослужении, и остальные могут спрашивать. Например, что мне делать, какую мне жертву приносить, если я чувствую вот так, я вот сделал какой-то неправильный поступок. Ему говорят хатат или ашам. Вот не знаю я, Да. какую приносить, ему может знающий человек подсказать. И это тоже вот важный компонент, это тоже вот в Торе, когда пишется о том, что вот в таких случаях надо идти, так сказать, и спрашивать, изучать, а, получать консультации, если угодно, да, современным языком выражаясь, у священников, да. А это что такое? Это вот автоматом священник должен быть образован, так сказать, причем Конечно, блестяще образован. То есть он, конечно. если я к нему прихожу, он не может сказать, а извини, пожалуйста, дай мне пару недель, я сейчас изучу, так сказать, понимаете, это аут был бы. Вот. Ну вот, я говорю, я вот сидел, вот эти вещи читал в таком, знаете, в состоянии восхищения такого. Вот. По поводу предписаний, вот очень много предписаний в этой главе, очень много описаний. Просто немножечко отвлекусь от этой темы. Подробность знания технологий, знания, так сказать, тонкости ритуала, это само собой. Но наши еще мудрецы, они старались понять, а, зачем это все. Мы тоже с вами стараемся понять. Ну вот с нашего опыта, хотя он самый маленький, этот опыт нашей жизни, мы опираемся чаще всего на комментаторов, которые
размышляли и 100, и 200, и 1000 лет назад над этими же вопросами. И вот по поводу предписаний один из раввинов третьего века, то есть примерно 250 год, это уже после восстания Бар-Кохбы, это уже Амараи, то есть пишущий Талмуд. Он вообще задался вопросом, а почему вот всесожжение? Там написано точно, там с кожей, там голову положить, там это все нужно сжечь, потому что это Аллах, вот все нужно сжечь. И он разбирает и пытается понять, а почему все нужно сжечь. Вот от всех остальных можно было отделить что-то там коину, или что-то там выбросить там, или, так сказать, копыта там отрубить. А здесь надо было сжечь все. Почему все? И вот Раби Леви мне понравился, очень хорошая, ну, идея, скажем так, она достаточно убедительная. Всесожжение – это ола, ну, то есть что-то, что поднимается все вверх. Оно и так все поднимается вверх, но это поскольку все, то все поднимается вверх, и ни крошечки не должно остаться несожженным. И он говорит, что ола можно прочесть как Алла. Чуть-чуть меняется огласовка и меняется другой смысл, хотя он тоже от поднятия, но имеет негативный смысл. Это слово «Алла» имеет. Мы когда-то говорили на эту тему с вами, но вот сегодня тоже можно было бы немножечко порассуждать. Алла – это высокомерие, от слова «высоко». Высокомерие. То есть очень часто, особенно в современном мире, мы слышим о том, что человек о себе говорит, я сам себе сделал. Нет, он умничка, что он много работал. Но сколько людей много работает? Повезло ему одному. Значит, кто-то за ним присматривает. Значит, кто-то ему благоволил, и у него получилось, у других нет. Поэтому говорить «я себе сделал» – это верх высокомерия. Верх высокомерия. Верх высокомерия. Высокомерие – это когда ты относишься к другим снисходительно, опять-таки свысока, потому что она это высоко, свысока. Многие часто люди несправедливые по отношению к окружающим людям, потому что, ну, предположим, если у тебя есть деньги, откуда они взялись? От этих людей, которых ты сейчас презираешь. Они на тебя работали, они тебе их дали. Ты просто взял и сконцентрировал их в своем кармане. Вот и все. Но это они сделали. Ты говоришь, они там работяжки, они там крестьяне, и там еще какие-то. Да, да, и ты должен быть благодарен. Вот в этот момент не может быть высокомерия, потому что благодаря им ты состоятельный человек. Благодаря врачам ты здоровый человек. Благодаря еще кому-то, ну, тем учителям, ты воспитан. Благодаря маме ты просто ходишь нормально. Ну, в общем, короче, уметь благодарным быть другим людям, а не высокомерным. И он говорит, аля и аля, оля и аля, это сжигание высокомерия, поэтому мы ни капельки не должны оставить. Ой, какой умничка, это Раби Леви, просто чудный. Он говорит, мы должны сжечь это высокомерие, мы должны все, что неправильно в нас, пусть будет как пепел, как небывшее, как мы говорим в Йом-Кипур. Поэтому умение быть благодарным Всевышнему, да, это наша религия, и умение благодарны быть людям, потому что все, что мы имеем, это от них. Они от нас получают, а мы от них получаем. И это никакого высокомерия. Никакого высокомерия. Чудненько, мне понравилось. Вот я его нашел и часто вспоминаю, когда читаю эту главу. Тонкая мысль такая.
Хорошо, Фото Евгеньевич, большое спасибо за беседу. Спасибо, Как всегда, спасибо. был рад с вами поговорить. И Взаимно, всегда. Что в следующий раз